приветствую. Нагоняем, да, тематику нашу, которая нам актуальна каждую неделю. Сегодня у нас расклад на 7 чакр. Посмотрим, что там после Астары, после полнолуния, да. В принципе, там уже сколько, день-два прошло. Смотрите, у кого-то стабильность при связи с родом очень хорошая, уже из того, что повыпадало, я вижу. Короче, расклад на 7 чакр, белый, черный, два варианта сегодня хочу посмотреть. Вот, определяйтесь каждый со своим, кому что нравится. Так, девочки, сейчас в эфире озвучу, и опять же таки в телеграм-канале своем объявление я это дала, о том, что в эту пятницу то есть 2 апреля у нас будет с вами прямой эфир. По тематике я еще определюсь, какую тематику нам посмотреть. Вот. Но так сказать, будьте готовы, да? Будьте готовы. Итак, сейчас сделаю выкладку, кому что достанется из вариантов. Что-то нужно вы или оставили, или нужно оставить, где-то отступить, простроить перспективы, чем-то пожертвовать, но это все будет для интеллектуального прорыва, для ваших новых идей. Больше ясности будет в вашей жизни, исчезнет путаница, волю прокачаете, здесь работа по менталу и отсечение лишнего и продвижение к цели идет. Так, по дополнительным слушайте. Так, по 2 варианта, да. Так, Таро веретника у нас на арене. Возможно, вы уже даже соскучились за этой колодой. Посмотрим традиционно, так как привыкла я. Если что, вот мне подсказывают, что, скорее всего, что оракул теней у нас еще будет задействован. Девочки, здесь удача. Удача, кстати, от высших сил. Это для всех вариантов. Итак, начинать буду с черного. Этот я пока покладу сюда. Итак, ребят, понеслась.
Надеюсь, вам там все видно. Давайте чуть вот так я подвину, наверное. По первой чакре защита отличная, коррекция вашей жизни, кстати, идет. У кого были проблемы в семье, гармонизация пошла. Личные ценности на первое место начали ставить. Остаетесь верны себе. Радость, счастье. С первой чакрой отлично. Со второй. Контролируйте свои эмоции. Может здесь кто-то пытаться вас вызывать, привязывать. Чтоб, знаете, как... Чтоб вы кого-то хотели в сексуальном аспекте. Но здесь вы контролируете свои эмоции. Здесь люди, которые умеют сублимировать сексуальную энергию. Причем люди, которые, если замечают, что на них идет подобное влияние, даже издалека сразу же прихлопывают это все. Третья чакра. Пятерка пентаклей. Финансовый канал, по какой причине, как приостановлено. Больше трат, нежели поступлений. По сердцу все хорошо. Трансформации какие-то проходят, четвертая чакра у вас. Приручаете своих внутренних зверей. С помощью вашего голоса вы зарабатываете То есть здесь как бы прокачка пятой чакры идет. Это, короче говоря, вам в будущем очень много чего принесет. Вы как будто чему-то обучаетесь, и потом будете об этом вещать, либо воплощать в реальность. Здесь хорошо все. Шестая чакра, работа по менталу и с родом, я вам хочу сказать, сотрудничество на ура идет. Седьмая чакра отлично, с высшими силами вы на «ты». Поехали, первая чакра. Вы что-то отсекли, защиты хорошие, еще раз повторяюсь. По второй чакре, я же сказала, есть влияние на вас. По третьей сейчас будем уточнять, что там по финансовому каналу. Четвертая, сердечная, вы закрылись, но это для внутренней трансформации. Здесь все хорошо. Шестая чакра. Угу. Защиты, повторюсь, очень хорошо сработали. Те, кто пытались влиять на вас, чтобы вы не вещали в массы, к примеру, да, не получится у них ничего, вы там просто это... Вы в процессе создания чего-то нового. И то, что вы должны создать, чему-то, вот вы должны обучиться и это дать людям, да, дать в пространство. Там защита стоит от высших на вас. Влияния не допускаются и дают вам время для того, чтобы вы, как бы подсобрались, да, и отдали это в мир. На шестую чакру, на связь с родом пытаются влиять. По седьмой чакре высшие силы вам дары судьбы ваши вам предоставляют. Кому-то не нравится, насколько вы с родом связаны. Кто работал на кладбище, от какого-то надменного человека отречение идет, но он может дать о себе знать. Может даже жаловаться будет, что у него в жизни как-то там все забавно и интересно, что он на выборе стоит. Или может, прийти рассказывать, как пример я говорю, девочки, смотрите, и мальчики, по своей ситуации. Человек может прийти и рассказывать, допустим, я уйду из семьи, да, давай с тобой будем вместе.
Если по рабочим моментам, опять же таки, я выбираю тебя, дружеские моменты, то же самое, суть не меняется. Я как бы выбираю тебя, но на самом деле человек уходить еще полностью от прошлого, от того, кем он был до этого момента, не собирается. Короче, хочет на 2 стула засесть. По первой чакре сейчас просматриваем. С чем вы там разобрались? Приворот пытались ставить, ребят. За этот приворот недоброжелатели получили уже расплату. Хотели быть, ну, держать над вами верх, и знаете, здесь из приворотной, знаете, что делали? На подавление вашей воли, чтобы вы, короче, подчинялись, были ведомыми. По второй чакре, что там? Ну, через кладбище делано было. Угу. Обращались, ему подсказали. Кто-то подсказал. Слушайте, обратился к человеку ваш недоброжелатель, еще и жаловался. Я такой бедный несчастный, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, но грош цена тому мастеру, который согласился на вот это безобразие и не увидел вашего потенциала. Так, третья чакра с деньгами. Почему 5 пентаклей? Какая-то, знаете, как стагнация, затишье такое, да? Короче говоря, здесь защиты сработали от этой белиберды, но, видимо, по финканалу, знаете, как отзвук пошел. Значит так, еще здесь по влияниям, знаете, в чем прикол? Короче говоря, почему высшие силы допустили этот момент? Потому что вы должны принять решение в изучении чего бы то ни было. Что вы там по 6 чакре, помните, я вам говорила? Вот по 5 чакре, прошу прощения, по горловой. Вы должны принять решение и воплотить в жизнь то есть перевести свой замысел в материю, короче говоря. И они, видать, ваши недоброжелатели об этом, ну, прознали каким-то образом и не хотят, чтобы вы либо кого-то обучали, либо обучались сами, да, чтобы вы не росли, не развивались. Здесь будет обнуление, дайте время, не переживайте. Короче говоря, высшие силы допустили в ваше пространство вот эту вот заморозку финансов для того, чтобы вы приняли решение, собрались с мыслями, простроили планы. Здесь по высшему суду все это обнулится, и известие вы получите от самих высших сил о том, что все хорошо, все нормально, и вы двигаетесь дальше, как говорится. Но в это время вы, знаете, тогда немножечко, может, панику врубили, и денежки, да, перестали к вам идти, и вы задумались, так, а что, короче говоря, просто толчок вам, да, может, вы решение долго боялись принять, не хотели, откладывали, а нет, вот потом, нет, не потом, вот сейчас, так что все хорошо. Влияние есть, но понимаете, как вы идете дальше. Вы идете дальше. Пусть влияют, хоть завлияются, как говорится, да? По сердцу, что там? Какие-то мороки вы себя сняли, вы заключали договора с какими-то силами. Кто с кем, смотрите сами. Кто в храм обращался, к церковному, да, эгрегору. Кто к кому-то еще. Но вы просили об этом. И здесь слезают с вас определенные иллюзии. И вы как
Вы сейчас в своей трансформации внутри воплощать должны новые проекты, как бы, а извне вы защищены от атак. Так, по пятой чакре не смотрю, здесь все мне нравится, все хорошо, все замечательно. Здесь, кстати, люди, практики меня могут смотреть, здесь люди, которые должны что-то доносить другим людям, понимаете? Здесь все классно. Шестая чакра, пытаются связь с родом, да? Ну, на распутье вас ставили, чтобы вы свою удачу не брали от предков духов вашего рода. Вот. Такая белиберда. Связь с родом хотели вам замутить. Знаете как? Чтобы вы, возможно, разочаровались в той же практике магической. Либо решили, ой, да нет, это, видимо, не мое. Ну, это я как пример говорю, да. Или же продвижение себя именно в духовном плане, в духовном аспекте, да, как бы повышение своих вибраций. Понимают, что род вам дает колоссальную защиту и хотят это срубить. Не могут, видимо, и решили воздействовать на вас вот таким образом. Ну и что им за это? А вы, кстати, на ментале могли увидеть этого человека, который пытается вам это сделать, перекрыть. Вы прям могли, вам его прям показали, этого лжеца. Из-за жадности действовал через неупокоенных, сломить волю вашу хотел. А сам получит в итоге сломление воли от этих сил. Да, тут подселенцы к нему в гости идут. Будут его в состояние жертвы вводить. Смотрите, ребят, по тем, кто выбрал черный камушек у нас... Здесь у вас так. На вас посылают проклятия, скидывают свои проблемы, переклады делают, лицемерят с вами, допустим, пытаются обмануть вас, да, и тому подобное. А вот эти все моменты высшие силы трансформируют в подарки судьбы для вас. Вы здесь обособлены от этой белиберды. Свои искушения проходите какие-то, но ангел-хранитель стоит на защите, причем темный. И причем не один, ребята. Ого. Знаете, я вам хочу сказать так. Не легион, но свой пантеон хранцов вы имеете. Здесь меня смотрят практики, которые уже вещают. У кого-то, возможно, свой канал есть, либо вы как-то общаетесь, кого-то вы обучаете. Ну, жизнь идет своим чередом, понимаете? В Багдаде все спокойно, я вам хочу так сказать. Причем все, что происходит даже по денежному моменту, вы все это принимаете, воспринимаете и, ну, осознаете для чего и используете в свое благо, давайте так. Да, и вот как-то так интересно у меня получается, я затасовала в колоду веретника те карты, которые были по этому варианту. Ладно, значит, так оно и должно быть. Да ну ты посмотри, да ну ёшкин ты какой. Ёж. Сейчас мы подобновим энергии. Итак, черный у нас уходит, а белый приходит. Давайте теперь те, кто выбрал белый камушек, смотрим. По защитам боитесь, что не все работает. Как-то, знаете, так, с опаской, боязнь, здесь страх идет у вас. Пытаетесь на себя мороки одеть, чтобы не видели, какие у вас защиты. Вторая чакра очищения, третья отлично, новое начинание, потенциал, возможно открытие проектов. Четвертая в балансе, с сердцем у вас все хорошо. Ругаетесь с кем-то, можете прям несогласие какое-то здесь, предательство.
Вам нужно думать, потом действовать, а не наоборот, а тем более что-то говорить. Вы, когда говорите, вы даете вашему недоброжелателю информацию, ребята, которую он может использовать против вас. Связь с родом перекрыта. Нерешительность, из-за этого страхи исползают ваши защиты. 7-я чакра, влияние есть. Здесь прям, понимаете, вам вселяют страх, и вы ведетесь на это. Вот так вот. За счет своего своей духовности защиты еще не полностью слетели. Возможно, с кем-то отношения прекратили в вашем пространстве с противоположным полом. У кого-то долго не было интима, девочки, мальчики. Здесь обнуление идет у вас, зачистка. По сердцу скажу вам, по 4-й чакре, там ваши недоброжелатели хотели, видно, вам пробить одно, а получилось так, что их воздействие перевернули высшие силы, чтобы вы прорабатывали свои внутренние страхи. Чего бы это там ни касалось, вообще не суть важно. Из всех карт 2-я, 3-я чакра ок, все остальные в затемненном состоянии находятся, да? Здесь кто-то вас к чему-то даже прямо склоняет, понимаете? Сейчас посмотрим, к чему. Этот человек имеет скрытый умысел, поэтому заблокировал вам 6-ю чакру, связь с родом, с видением. Сейчас будем все это дело уточнять, ребят, будем уточнять. Тут у вас, конечно, свои проработки, давайте скажем так. Ну, в принципе, тоже ничего страшного и глобального пока что я не вижу. Но, правда, связь с высшими силами, вот, это нехорошо. Вот, 7-ю чакру надо, 7-ю, 6-ю, 5-ю чистить. Автоматом подтянется 1-я, с ней сразу станет все спокойно. И защиты еще больше усилятся. На распутье вас люди ставят. Хотят, чтобы вы отреклись от связи со своим родом. Ребята, ну, к бабке, понимаете, как говорится, не ходи. И поэтому еще, короче, хотят, чтобы у вас защиты полностью слетели и вот внушили вам чувство страха. Все, тут, понимаете, об одном и том же. Это надо прорабатывать и убирать. Как говорится, к ебеням. Пардон за мой французский, но факт остается фактом. Проработка своих страхов. Вот чего боитесь, вот это первое, что вам нужно делать. То есть, да, если вы чего-то боитесь, сделайте и больше не бойтесь. Вот что вы должны понять и принять. Кстати, какие-то новости получите. 2-я чакра. Ломили вам волю, но дело в том, что проклятия были, да, в вашу сторону, но дело в том, что не увенчалось успехом. Кто-то к вам в постель хотел залезть и не вышло. Не вышло. Если бы залезли, было бы худо вам. Ну, короче говоря, программу бы закрыли просто-напросто. Ну, то есть для того, чтобы что-то хорошо зафиксировать, да, нужна интимная близость. Вот в таких вот влияниях. Так, 3-я чакра. С деньгами. Что у нас тут? Вы становитесь на свой путь, я же сказала, здесь вы обретаете свой, вот что-то вы решили для себя, и нужно вам туда идти. Что для себя каждый решил? Либо стать практиком, либо же, допустим, пойти на новую работу, да, сменить вообще сферу деятельности своей. Не суть важно, вы обретаете свой путь. Вам помощь высших сил вашего рода на этом пути. Будьте внимательны, лицемеры еще возможно. Естественно, на пути продвижения ваша задача научиться их отличать от нормальных и адекватных людей.
Повышение ваших вибраций идет раз, повышение по должности, по службе, в деньгах все на ура, идете вверх. Здесь хорошо. Так, по 4 чакре. Благополучие, падение врагов. На сердце не смогли повлиять, не достали. Защиты, ну защиты. Вас предупреждают о каком-то короле, даже не какой-то, блин, забыла, как он тут. Короче, у него и жезл, и пентакль, и, короче, меч в руках у этого короля. Ну, то есть действие по менталу и еще и деньги хочет прикарманить. С подлостью. Вот это может пробить ваши защиты, когда вы допускаете в свое пространство какую-то подлость, подлецов, лжецов, манипуляторов, понимаете? Вот это ваши защиты и снимает. Ваш страх их тоже сдергивает. Вы сами себе их убираете, грубо говоря. По сердцу вообще по 4 чакре мне в принципе все нравится. Даже не в принципе, здесь вообще хорошо. Не достали, да. Они достали, но по-своему, понимаете? Вот это все пропускают высшие силы, ваше пространство только для вашего, для ваших трансформаций, ребят. Так, 5 чакра у нас. Здесь код для людей, которые вызывают вас на вот эти вот моменты. То есть драки словесные, да, на битвы нет, ну, в своем роде битву, давайте я вам вот так вот скажу. Понимаете, знаете, что вам нужно здесь понять? Тот, кто причинил боль своему, даже не так, нет. Тот, кто причинил боль другому, проиграл войну. Понимаете? Но выиграет битву. Я сейчас объясню, что это такое. Если вас, не если, вас здесь провоцирует группа людей, которая хочет за счет вас новой жизни и новых почестей. Здесь подсидеть на работе могли, чтобы у вас меньше зарплата, меньше должность была. Кто-то ваши силы у кого-то хочет забрать. У кого-то здесь суды, кто-то хочет отнять от вас куш какой-то. Смотрите сами, у кого что проигрывается. Вот если вы тот, кому причинили боль, вы проиграете войну, но выиграете, вы проиграете битву, но выиграете войну. Понимаете? Если вам причинили. Но вы здесь через слова свои, когда вы причиняете боль вашему недоброжелателю, вы также выиграете битву, но проиграете по итогу войну. То есть, знаете, здесь из области может быть, может вы желаете проклятия там или еще, знаете, в сердцах что-то. Вот вам секрет. Человек, когда проклинает кого-то, он отдает часть благостной кармы своей тому человеку. Вот так вот, ребятки. Но здесь вас высаживают на это все, понимаете? Нужно быть аккуратнее, не сливайтесь через это все, через вот какая-то ругань, да, какие-то моменты. Хотя я не спорю, иногда это нужно. Знаете для чего? Для того, чтобы научиться отстаивать себя. Тут, понимаете, тут очень тонкая грань, смотря кому, как вы ответите. Если человек, ну, неадекватный ваш недоброжелатель, да, стоит повысить голос, да, высказаться, и да, отпускать эту ситуацию и идти дальше.
Не позволяйте себе, вот, понимаете, опять же таки, мать его, это тонкая грань, понимаете, чтобы другому не причинить. То есть, если и словами причинять боль другим, то только в том случае, когда это уместно, но вы еще не на том уровне, чтобы вот это понять. Здесь больше смотрите, потому что я вам сказала, в принципе. Вас провоцируют. И вы ведетесь. Вот что я вам хочу сказать. Вам этого делать нельзя. Так, 6-я чакра. Тоже из-за жадности, как и в первом варианте. Кто-то хочет, чтобы вы их простили, подпустили в свое пространство. Здесь работать через неупокоенных. Из-за жадности перекрывают вам связь с родом. Жадность. Здесь вопрос в жадности. Ребят, понимаете, может ваш недоброжелатель, вы проговорились о чем-то, и он понял, что вам что-то светит хорошее, и у них, понимаете, сработало, побежали, наделали на вас. Язык враг мой, вот что идет по этому варианту у меня. Вот понимаете, что у вас там? Отпишитесь, если будет у вас желание, пожалуйста. Так, 7-я чакра. Должны принять какое-то решение. Должны принять решение о том, чтобы выставить себе защиту, кому-то обратиться, понимаете? Если думали обращаться, не обращаться, здесь обращаться. Думали ставить, не ставить, чего-то боялись ставить. Работу на кладбище кто боялся, ну вам туда и надо идти. Вам нужно побороть свои страхи, ребят, вы защиту получите. Вот этого ждут от вас высшие силы, поэтому позволили 7-й чакре, ну, она просто схлопнута, вы под влиянием очень таким, знаете, серьезным. Причем, возможно, даже длительное количество времени. Долго кому-то позволяли сидеть себе на шее, у себя на шее. Кому-то очень много чего-то подсказывали. Люди пользовались этим, и вам, может, вы и отрезали этого человека из пространства. Перестаньте ему еще какие-то истины глаголить. Понимаете, вы им как показываете дорогу. Пусть теперь сами идут, без вашей поддержки, блин. Эти лицемерники, они через кладбище по вам работают. Помощи они хотят от определенных сил. Это вам пора уже на кладбище и работать с определенными силами, дабы вот это все с себя сдернуть. Я понимаю, что сердце в хорошем состоянии, да, то есть почистились. Я понимаю, что кое-где защиты срабатывают. Но тут нужно убрать ваши страхи, иначе вы, ну, так и будете в этой кабале вращаться. Получите ангела-хранителя, который, причем темного, да, со временем, не сразу, со временем. Получите, который будет вас от предательства защищать. От вот этих чужих проблем, о которых вы узнаете, возможно, даже с раскладов, подобных этому, моему, да, то есть, может, кому-то обращаетесь из практиков, из тарологов. Информацию вы получаете. И как только, понимаете, вы сразу же будете узнавать, что ваш недоброжелатель, которого вы слишком опекали, стал узником ситуации. Стал в замкнутом положении. У него договора какие-то будут срываться, а у вас будет идти исцеление через эти договора, понимаете, от вот этой всей отравы. Так что вот так вот, белые камушки, у вас обстоят дела. Здесь нужно попрацювати. Доработать вот то, что я сказала. И на дне колоды здесь карта предки. Предки духи рода вам помогут. Для кого актуально, пожалуйста, если кто, может, побаивается или еще что-то. Для кого актуально, можете обращаться. Я вот на 5 апреля беру 2-3 человека, да. Работа на погосте у меня будет. Если кто не доверяет, переживает, пожалуйста, обращайтесь к тому, кому доверяете. Если нет возможности обратиться, значит, узнавайте что-то сами, да, как-то, ну, идите на контакт с этой силой, давайте я вам вот так вот скажу.
Здесь нужно побороть собственный страх. Если кто поборол страх работы с погостом, пожалуйста, там идут, ну, там не один страх у вас, понимаете? И страх, что ничего не получится. И, ну, короче, там спектр, как говорится, услуг полнейший. Вот это вам нужно убирать, ребят. Очень много обсуждают вас. И знаете, что больше всего обсуждают? Вот я же сказала по белому камушку, у вас здесь какие-то перспективы открылись, и ваши недоброжелатели это просекли, понимаете? И тут же начали вам перекрывать все. Тут же. Их жаба давит, что как это так? Вот как это так, понимаете? Может быть, чтобы вам шло, а им нет. Смотрите, карта приговор, карта погоста. Через погост приговор выпишите вашим недоброжелателям. Так что дерзайте вы талановыйте, ребят. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь со всеми. И желаю вам добра этого мира, ребят. Пока-пока.